Подъезжаю я к Тромсу, мне 50 километров. Там у меня будет выгрузка, и затем у меня, скорее всего, будет суточный отдых. Поэтому мы с вами поговорим, собственно, чуть-чуть больше о Вольве. Какие есть функции, полазим по менюшке, и я сравню ее со Сканиями, на которых я работал последних 3 года. Всем привет, друзья! Вы на канале Tracker in Scandinavia. Мы с вами сегодня рассмотрим мою Volvo, на которой я сейчас работаю. Я покажу все функции, которые в ней есть, в целом специфику тягача. И сравним со Сканиями, на которых я до этого работал. В первую очередь мы будем, конечно же, сравнивать с Scania Super, потому что с V8 равнять обычную Volvo нету никакого резона. Но все же я скажу всю свою точку зрения в целом о всех тягачах. Назову конкретно, какие для меня минусы и плюсы, как для водителя. И почему все-таки Scania лучше. Volvo 500 iSafe в черном исполнении, трехосная. Грязная, конечно же, она от дорог Скандинавии, но ничего не поделать. Помоется она еще не скоро. Значит, что мы имеем? Давайте по нашим обвесам. Мы имеем кенгурятник фирмы Trax Highway. Кенгурятник откидывается очень просто, специальным ключом, поворотным воротком с обеих сторон. Мы его откидываем. Откидываем, чтобы открыть капот. И также могут попросить на пароме, когда сильно трясти вас будет, чтобы вы его опустили. И вы заезжаете под прицеп, и вас цепляют за крюки. Итак, за кабиной мы имеем лопату и веник. В первую очередь, две дополнительные также имеем фары заднего хода, чтобы нам лучше было парковаться под прицеп. Ящик, в котором лежат цепи и провода, которые нужно мне каким-то образом поднять выше, чтобы они не шоркались об ящик. Не совсем мне это нравится, как оно сейчас здесь находится все. AdBlue на 60 литров стандарт. Вроде как хватает, сказали, на 3-2 заправки дизеля. Баки 450 и 490. 450 с этой стороны и 490 с той стороны. Итак, мы имеем трехосный тягач Формулы 6.2, то есть ведущий у меня средний мост. Сзади стоит спарка, не одиночка, как было в Сканиях. Также цепочки висят. Итак, вот вам все, что я покажу, докуда достану. Здесь также установлены с обеих сторон дополнительное освещение. Резина стоит наварка. На ленивце оригинал, на ведущей наварка. Спереди Сайлун стоит. Бомба. Машина на всех подушках. Передние, как видите, тоже я опустил до самого низа. Заниженная. Хороший вариант очень даже, да? Также рожки с обеих сторон стоят. Также здесь у нас имеется камера, которую нужно периодически протирать, которая показывает нам слепые зоны. Может быть и удобная даже вещь, где-то иногда посмотреть, но пока что я ее особо не оценил. Ветровички. Установлен дополнительный сигнал, который я демонстрировал в прошлом видео. Ну и продемонстрирую еще и в этом. 4 фары и 2 оранжевых маячка. На всякий случай. Значит, фирма фар. Я не знаю, я это вам издалека показываю. Я понятия не имею, как они называются. Кстати, название сигнала, возможно, вы увидите. Здесь у нас также хранятся цепи, стоят батарейки с выключением массы. Немного про аккумулятор. Аккумуляторы стоят АГМовские. Аккумуляторы у нас АГМ. И чем же они отличаются от обычных? А просто большим потенциалом для разряда полного. То есть их можно чаще, они разряжаются, и тем самым больше и лучше служат. Но есть несколько моментов, которые нужно обязательно соблюдать.
Это разрядка не более чем 40-45% и регулярная полная подзарядка. Поэтому где-то к электричеству, либо на сервисах. Ну, это рекомендация, опять-таки, по аккумуляторам. А выполнять это, не выполнять, уже, конечно же, работодатели решают сами. В целом держат они очень хорошо. С учетом того, что у меня инвертор и компьютер игровой, то они держат шикарно. Завожу машину тоже. До половинки вот дошло, вот у нас будет где-то, да. Все сразу. Классно, стартом минут 30 поработали. Черточка подошла туда куда-нибудь поближе. И все. Заряжаются от генератора аккумуляторы только на 90%. Поэтому нужно их, если вы работаете в условиях зимы, заряжать до полной зарядки от розеток хотя бы раз в 2 недели. Ну, как получится. Снаружи мы, наверное, обошли с вами полностью тягач, поэтому вернемся в кабину, и уже я с водительской точки зрения все покажу, расскажу и добавлю, что забыл. А мы с вами, кстати, в Норвегии отдыхаем, ждем рыбу. Рыбы пока что нету, все стоят. Кабина у меня XL. Кому известно, кому нет, Volvo всю жизнь разделялась на Globetrotter, так называемый, XL, просто, точнее, потом XL и есть еще XXL. Не сидел я в XXXXL, конечно, вот. Но я думаю, особо там разницы никакой нету. Ну, хотя могу ошибаться. Но спальники, как я смотрел характеристики, там больше. Ну и начнем мы, наверное, с главного, конечно же, спальника. Здесь идет родной подматрасник вольвовский. Я пока сплю с ним, мне нравится. В целом, кстати, спальник. Тоже здесь матрас очень хороший. Плотный. Спать удобно. Ну и, конечно, он не заюзанный. Виталя весил немного. Если бы здесь чувак работал выше 100 килограмм, то со спальником была бы совсем другая история. Значит, сидушки наши. Volvo там тоже их специально с ортопедами разрабатывает, по-моему, всю жизнь. Сидушка, значит, двухсоставная, то есть с изгибом, как положено. Здесь ручка откидывания. Кстати, вот не хватало такого в Scania. Здесь пластиковая обшивка. Ну и кожа, конечно же, кожа. Здесь уже пропалена. Сидушка у нас немного, но это нормально. На 300 тысяч. Пистолет воздушный висит здесь. Здесь, кстати, вешалки есть. Родные вешалки с обеих сторон, чего в Scania не хватало. Но это дело комплектации. Значит, я вам в целом сейчас расскажу про кабину, и потом мы будем уже с вами сравнивать здесь и рассуждать, где что лучше, где что хуже. Люк, он же аварийный выход. Открывается и так просто закрывается. Свет в салоне классный, яркий, все как положено. В Scania он в родном исполнении просто отвратительный. Все нужно полностью менять, все лампочки. Значит, панель. Что в Volvo изменилось? А в Volvo ничего не изменилось, кроме того, что они вставили сюда вот такой топорный планшет. Старое место, то есть, где когда-то стоял дисплей, да, кто ездил на Volvo знает. То есть, просто сделали заглушку и наверх на болты прикрутили планшет. То есть, решение супер. Здесь практически без изменений, за исключением вот этой вот, как бы, панельки. Даже не это, а вот только вот это вот, что-то новое. Подстаканники теперь не прячутся, как в старых моделях. Здесь удобная штучка, что в теории... А, вот свет, видите, включился. Руку подносите, здесь включается свет, кармашек. Ну, прикольно сделано. Здесь по стандарту, как и
было. Также у нас 3 розетки имеется. У меня в одну включена система, это, кстати, у нас новая оплата дорог идет по всем вообще странам. Ну, я точно не знаю на 100% по всем, не всем, может, каких-то стран нету, но здесь, в общем, нет уже у нас норвежского автопаса, как беленькие коробочки были, а есть вот такая вот балда. То есть она и по Польше, и по Германии идет, то есть спокойно, и по Норвегии. Порой мы проезжаем по номеру машины. Значит, регистратор, я хотел его переставить вон туда. И в итоге у меня ничего не вышло. Потому что я так четко приклеил, не послушал я своих коллег, которые мне сказали, возьми отдельный двойной скотч, прилепи его. Да, будет по-колхозному, но потом спокойно переклеишь. Я влупил на оригинальный, и теперь я отлепить его просто не могу от лобового стекла, поэтому пускай висит здесь, ничего страшного. Здесь точно так же ничего не поменяно в Volvo. Все как и было. Рация, 7 канал, напоминаю, что я на 7 канале. Уровень, как нам правильно спать, влево или вправо. Кстати, удобный лайфхак. Что там телефон хочет от меня? Так, сиденье с подогревом, без вентиляции. Второе точно такое же, на подушке, поворотное. Чуть позже я вам поверну его. Покажу, вот, собственно, с помощью этой ручки. Оно поворачивается, но вначале его нужно выдвинуть вперед. И затем, вот можно это сделать вот так, то есть, и потом вы его повернете. Кстати, установлен у меня инвертор вольт Польска. Синус 5000 мощность его, да. Сюда я провел удлинитель свой, проложил просто. И в него вот как бы ноутбук, например, зарядка для телефона втыкнута. И на данный момент я заряжаю здесь батарейки для дрона. Да. Так, сидушка точно такая же, подлокотники, все сказал. Дверные карты обшиты отдельно под заказ. Такого в базовой конфигурации вы не встретите. Селектор переключения модный, все круто, но какой же он неудобный. В плане того, что хотя бы сделали бы какую-то, я не знаю, кнопку слаживания его, типа, чтобы он туда куда-то откидывался. Ну, потому что я на 100% уверен, что в каждой 5-й Volvo их просто отламывают. Это было в старых модификациях, так и в новых. Вот. Ну, можно было что-то придумать, потому что, ну, хотя бы в старой еще, что было плюс, была кнопка здесь сверху, и ты клац, и его туда как бы откинул, да, ручку саму. Здесь же ручка только стоит в нижнем положении, вот в R, да, все равно ты включаешь как бы это в R, не просто его откидываешь. Ну, не знаю. Да, выглядит круто, но это очень как-то так, не сильно, это удобно, и нужно всегда думать об этом, чтобы не сломать. Собственно, про эту штуку тоже. Я, как в старой модификации Volvo, я слаживал, всегда его наслаживал сюда в панель. Здесь я уже несколько раз опирался на нее. Ну, нужно привыкнуть, и чтобы это дело не сломать. Давайте перейдем за руль, собственно. С помощью педальки у нас регулируется руль, так? Руль без изменений. Такой же, как был, такой он и остался. Здесь тоже все без изменений. Без изменений, да. Единственное, что стало, мне почему-то так кажется, что Volvo вот эту вот панель немножко ее оттеснила сюда назад. Потому что я сижу в том же положении, как я всю жизнь сижу. И на Volvo, тем более, я очень долгий срок ездил, так. Но я всегда как бы в своем положении я спокойно доставал до всех кнопок. Сейчас мне нужно тянуться. Может, это мне показалось, и я после Scania еще не привык к этому делу. В целом, привыкать есть к чему. Особенно, кстати, да, к селектору, потому что в Scania все знают на руле. И вот 2 рычага у нас есть, да, моторный тормоз наш и дворники. Ну и, собственно, я либо моторный тормоз включаю, либо дворники. Вот, тоже дело нужно привыкать. Включим с вами зажигание. Здесь у нас имеется уже основной дисплей. У меня уже букет ошибок. Ну, давайте про ошибки скажу, наверное, вам, чтобы... Так, сейчас как мы их тут найдем. Данные автомобиля. А где они? Вот они. Здесь ситуация, что невозможно измерить толщину тормозных колодок. Датчик полетел, скорее всего. При проверке в Норвегии на Вегвесоне что-то пошло не так. Ждем сервиса Польшу. Так.
И вторая ошибка у меня очень интересная. Время установить карту водителя. То есть Таха у меня все показывает. Как на машине, так и здесь. То есть карточка у меня сейчас стоит. Все, время считается, все хорошо. Но пишет время установить карту водителя. Хоть кол на голове чеши. Все на этом так. И на дисплее имеются 3 основных вида. Вот такой, как в старом стиле у нас спидометр. Здесь у нас навигация, повторитель отсюда. То есть здесь у нас стоит родной том-том. И это огромный плюс. То есть в Скане также была навигация базовая. Сейчас он грузится, потому что я только включил зажигание, машина долго стояла. В целом, когда все прогреется, с утра выехали, что-то немножко потупливает, потом все начинает работать довольно-таки неплохо. Вот, остановить, все. Как видите, у нас все есть. Вот. Здесь она дублируется. Также показывается там дистанция и так далее. Колонки справа и слева переключаются с помощью кнопок. Разные все наши функции. Давление, это, тое, сёе, аккумуляторы и все. Я оставляю здесь состояние АКБ. Едем мы на Арной за рыбой. Ну и, собственно, по дороге тогда уже я и продолжу свой рассказ. 3 вида меню, так, я вам их показал. Значит, по настройкам. Настроек не так уж и много, то есть нужно стрикать, щелкать. Бортовой компьютер 3 штуки есть, можете выбирать. Бортовой компьютер имеется 3 вида, разных можете себе устанавливать. И здесь нажимаем опции, обзор поездки, и вам будет много тут всякой информации. Вся, которая необходимая и не только. Также сколько на круизе, какой расход, то есть, ну, можете смотреть и следить за своими показателями, если вам вообще в целом это нужно. Так? Ну и Таха. Таха также все пишет, где, куда, зачем. Вот у меня отдых 25 часов. Так, укороченных нету, ничего нет у меня, все ровненько. Спокойно начинаю. Так, пока я заехал к магазину ближе, поменяли мне планы, едем мы на Альту. Так что ждет нас контент такой сейчас неплохой. Сейчас нам главное прогреть колеса. И тогда уже спокойно мы будем уверенно ехать. Так, я хочу включить навигацию, чтобы у меня была перед этим самым, перед лицом. А затем темнеть уже начнет, я отключаю этот дисплей. То есть, если мы его выключаем кнопкой, так, Альта у нас направление. Если мы его выключаем кнопкой, то у нас навигация все равно сохраняется на нашем основном дисплее. Что ж, я рад, что, если честно, поменяли мне, кто у меня там был-то, Арной. Ну, я хотя и туда тоже не против был поехать, потому что я там не был. Я был на Скирвое и неоднократно. А вот там, дальше там паромчиком нужно было тоже идти. Вот я там не был. В целом, все остальное в Вольве осталось точно такое же. Все кармашки, которые возле спальника и так далее. Значит, машина, кстати, сборки, мне так Виталий сказал, что шведской. Из информации я только нашел наклейку в дверной арке, что типа Сверик, да, Швеция. Раньше в Вольве писалось в табличке под капотом. Конкретно выштамповка была либо Бельгия, либо Швеция. Сейчас там нету ничего. То есть там просто у нас номер кузова там и так далее. То есть информации там нету. Швеция это у нас или не Швеция. Значит, как работает здесь у нас, собственно, управление ленивцем? Я в своих видео неоднократно говорил, так, что в Вольве свои вот эти все моменты
про Volvo как бы упоминал. И вот по факту вам сейчас скажу. То есть у меня есть кнопка ленивца, поднимать и опускать его принудительно в любую ситуацию с любым весом. Но единственное, что с любым весом, мы, кстати, с вами только затестим, когда я в Альте загружусь рыбой. Тогда я уже окончательно вам, да, подтвердю эту информацию. Так, пока я ехал, то есть все поднимается, и поднимается это все дело мгновенно. Разгрузку я делал, кстати, в прошлом видео на весах. Также вам показывал, то есть у нас там тонна остается, когда делаем разгрузку. Но с более тяжелым весом там может быть больше оставаться. Я думаю, 1,5 тонны с разгрузкой должно оставаться на лентяе. Также мы затестим, поднимается ли с места ленивец полностью с большой нагрузкой. Вот. Коробка передач здесь стоит у нас iShift. Да, во всех Volvo устанавливается iShift, но я просто, может быть, ранее как-то говорил, что вот iShift, не iShift, да, iShift все коробки идут, но был iShift, когда с двойным сцеплением, Dual Clutch была надпись, iShift Dual Clutch, все, вот эта вот коробка была четкая, ну там, да, вроде бы как с ней какие-то были проблемы. Я помню еще по крейсу, что, ну, именно как в обслуживании, и она дорогая была и в ремонте, и так далее, и там они какое-то время отхаживали, потом что-то с ними начинало происходить. У кого-то там она отказывала на ходу переключаться и все остальное, ребята доезжали, здесь такая была кнопка аварийная раньше на старых переключателях. На этой аварийной кнопке они только доезжали принудительно до сервиса. У кого-то разрывало эти коробки. Каким образом? То есть, ну, просто как это вот я передаю слова, как это все звучало. Разорвало коробку при подъеме в 10%. Единичные случаи, то есть такие были. Но я ее всегда хвалил. Это двойное сцепление для водителя, для гор. Это вообще самый лучший вариант. Здесь же стоит у нас простой iShift, который тоже, может быть, все зависит от прошивки, но туговатый. То есть в Scania гораздо быстрее. И здесь мы сразу отдаем Scania вот в обычном исполнении Volvo у нас без двойного сцепления, и Scania любая, отдаем мы предпочтение коробка Scania однозначно. Пустой, сразу остановился, опустил ленивца, заехал на заправку заправить. Отблю уже как бы и пойду. Баки у меня почти полные, поэтому не парюсь. Вот падла, шнурок развязался. Все, взял вот такую себе вафлю за 37 крон. Ну и, конечно же, кофеек, целую кружку. Что ж, не вошла мне эта вафелька даже целая. Очень она тяжелая, но и очень вкусная. Кто не пробовал. Вафле, оно так пишется там по-норвежски как-то. И оно бывает, если у вас есть кружка циркуль, она бывает по акции. Вот. Поэтому обращайте на это внимание. Также булочки бывают либо с изюмом, либо с шоколадом по акции для тех, у кого есть кружка. Либо вот какие-то тоже вот эти вафли. И что-то я еще помню, на что-то нарывался, когда у вас была кружка. Ну а что, мне 232 километра топить. И пора, наверное, что-то рассказать вам, да? Scania. Значит, Scania сравнивать с V8 нету никакого смысла. Почему? Потому что V8 это отдельная каста и, как говорится, отдельная весовая даже категория, я бы так сказал. Поэтому мы будем сравнивать с рядной шестеркой. 500-я Scania, вот супер, например, как была у меня в Комитрансполе, так, которую я брал новую. Кто вообще не в теме, первый раз на канале, отматывайте назад, смотрите другие ролики. Все идет последовательно, все идет друг за другом. Все можно понять, если поковыряться, друзья. Поэтому там очень тоже много информации на все эти темы. Также в Телеграме можете подписаться, ссылку вы сейчас найдете в комментарии. Ох, как тут у нас скользко. Скользко у нас туда. А вы думали, вдоль берега вот такая вот жопа, 0 градусов. И все тут. И бочком даже так иногда она хочет прогуляться, у меня пустая. Понимаете, что делается? Нормально, нормально. Вот оно веселье. Это я что ли на заправке так постоял? Хорошо, что у меня резина остыла.
Но будем смотреть дальше аккуратненько. Чувствую, на подъеме затяжном придется в цепи надевать, если дальше так посыпано не будет. Оно не посыпано. И я думаю, дальше ничего у нас не поменяется. А на перевал, который идет в сторону Альта, процентов 70, что мне придется надевать цепи. Как видите, что если скользит на таком легком участке дороги на подъем пустая, то там затяжной подъем, я его не возьму своим ходом. Ну а что хотел? Хотел экстрима и экзотики. Вот она, настоящая экзотика. Кстати, да, спустя 5 лет я возвращаюсь на Альту. Рыба, где я буду грузиться, я там не был ранее. Хотя, может, слушайте, когда-то и был. Не знаю. В общем, мне ребята уже сказали, коллеги, что если там будет идти снег, то лучше надевай цепи. Потому что там что-то так очень совсем все плохо на той загрузке. Неудобно она располагается. Но это ладно уже. Это уже будет у нас другое видео. Совсем. Будет мой путь с севера на запад. И выгрузка интересная, и да, и дорога интересная, и новую, кстати, границу я покажу на своем канале. Я когда-то и говорил, что мы обязательно по всем проедем, вот мы уже начинаем. Граница у нас будет новая Киеви-Ломпола после загрузки в другом видео. Ну, а мы продолжаем, у нас Volvo Scania, кто круче, да. Volvo, конечно же, проигрывает однозначно это в спальном месте. Это даже не спорится, потому что в Scania спальник выдвижной, у которых конфигурация, комплектация точнее, это топ. Также там есть 2 или 3 даже вида матраса, когда вы выбираете себе комплектацию, да, этой Scania. Я лазил по конфигуратору и смотрел, вот, что там можно и что нельзя. Поэтому в Volvo, кстати, в этой Volvo у меня тоже, мне кажется, нестандартный, который будет в базовой комплектации спальник, именно матрас. Потому что матрас, во-первых, синего цвета, обычно они идут серые. Но я, кстати, не знаю, напишите в комментариях, у кого такие Volvo, у вас тоже такого же цвета, или все-таки у вас другого. И он очень какой-то такой мне нравится, короче. Раньше просто старые, которые были там... Слушайте, слушайте, какой-то тут этот... Ужас какой-то, вот что тут какой-то. Да, дорожка, конечно, так себе. Короче, ребята, буду я ехать, потому что снял я камеру скрепления и зря. Надо было бы ее на лоб мне сейчас повесить, и пускай висит. Чуть позже вам я продолжу свой рассказ, когда у меня улучшится хоть немного дорога, если она вообще улучшится. 4 часа у нас, и уже почти темно. А я же ехал, уперся я за Вольвой, мусоровозом. Ну и еду, не нравится мне, как он едет, как-то мне ничего не видно. Я думаю, сейчас я остановлюсь где-нибудь в кармашке, да заодно возьму крепление на голову, надену камеру на башку и поеду, будем дальше с вами беседовать про Scania Volvo. И все-таки почему же Scania лучше, в моем понимании. И тут бах, он решил пропустить. Я думаю, ну что ж деваться, придется уже ехать, потому что сейчас, если я остановлюсь, он опять меня обгонит. Ну, он далеко, я не знаю, я его не вижу даже как бы в зеркалах, но он в кармашке таком влез в остановку, то есть 100%, что он просто поедет дальше, никакую ни паузу, ничего не делая. Вот, поэтому я качусь вот за легковой, пока ограничение по 60, но я бы немножко побыстрее поехал бы. Тоже как бы лучше всего в Скандинавии, это когда у вас перед вами нету никого. Тогда с вами все понятно. А я же, знаете, ехал вдоль воды, скользко, хорошо. И потом как бы раз тоннельчик, два тоннельчик. Дорога вроде бы та же, но снежок пошел в моменте. Вот сейчас он опять, кстати, не идет. И, ну вот едет, смотрите, вот подъем. Здесь
проехала посыпалка и почистила. Ну, чуть-чуть чем-то просыпали, и в целом уже совсем другая движуха, да. И автобус у нас еще вот едет. Потому что там просто было стекло и ничего кроме. Вот. А как только вот малейшая шершавость появляется, если когда снег падает на дорогу, все, уже хорошо ехать, классно все. И спокойно. И ко всему к этому я ехал с отключенной противобуксовкой. То есть я ехал, тестил, включается, как она. Ну и, в общем, что-то я и забыл про нее и оставил ее выключенную. И поэтому меня жопу кидало, как я нажимал на газ. У меня начинало тягать что-то исполнять там свое. Вот. Потом я ее включил обратно, и все у меня стало нормально. Так вот, чтобы на дорогу не отвлекаться и камеру держать, поэтому, ребят, это видео у нас о сравнении Scania Volvo и полностью с обзором, с функционалом моей Volvo. Поэтому об этом мы с вами и поговорим, когда доберусь до точки назначения. Ну, а в других следующих видео мы с вами будем там разбираться. Гололеды, снега, зима впереди еще, зима не заканчивается. Маршруты у меня погнали, поэтому видео буду снимать, и по мере своих возможностей, как будет время, я буду их, конечно же, делать и вылаживать. Вот опять здесь еду. Блестит дорожка, как у кота яйца. То есть они все чистят, наверное, целый день. Они тут ездили ковшами своими. Ну, специально, наверное, чтобы еще скользее было. То есть, ну, это жесть какая-то. Ни капельки, ни грамма, ничего. Тут никто ничего не сыпнул. Вон мост. Пойдем сейчас покорять. Сейчас шел в затяжной подъем. Я буксовал с 50 км в час. Вот настолько тут они накатали вот эту вот фигню, блин. То есть лучше бы они вообще ничего не чистили. Ну и погода 0 стоит. Вот это опять 0, вода. Хорошо, что как бы дорога пустая, то подъемчики где-то по встречке берешь, где-то еще как-то стараешься хоть какое-то место более-менее зацепа взять. Вот даже мост, и то он даже не посыпан. То есть, ну, я вот реально как бы двухосник тут ехал бы, это никак. Ну, я, по крайней мере, пока еще их здесь не видел за сегодняшний день. Что ж, двигаюсь я по этому стеклу без всяких вспомогательных функций. Моторный тормоз у меня в нулевом положении. Естественно, без круиза. И так вот потихонечку мы и едем. Что ж, мой дальний. Мой ближний. И сейчас я вам покажу дальний без доп. Фар. Вот, собственно, так выглядит. И добавлю сейчас доп. Фары. Вот как-то так у меня все это происходит. Настройки у меня сейчас в данный момент на камере реалистичные. То есть, как я вижу, так я и снимаю. Вот дисплейчик. Чтобы видели, что ничего не засветлено, не затемнено. Все как в оригинале. Вот я и добрался до стоянки Шелка в городе Талвик. Вот, и отсюда я завтра поеду уже на загрузку. Вот так где-то я так вот нахожусь в Норвегии. И вольвовская тема. Включим свет мы с вами. Не забываем. Так, стою под горочку, а там вода сзади. Вдруг скачусь, да? Поэтому блокируем прицеп, держим лапку, и у нас загорается вон та штучка, видите, моргает, что прицеп у нас заторможен. Вот, потому что в Вольве, когда вы ручник затягиваете, не блокируется прицеп. Вот такая вот фишка Вольвы. Все, ленивец, конечно же, я сразу опустил на стояночке, так как я пустой. Завтра я его подыму и спокойно поеду. А вот рядом стоит двухосник. Насчет него я не уверен, что он сможет с места тронуться. Тем более он без цепей стоит, балдеет. Так, вон магазин, прогуляться. Ну и добьем мы этот самый. Значит, кнопка у нас. Антипробуксовка. Если мы выключаем полностью пробуксовку, нам нужно нажать и держать ее. Она у нас начинает, во-первых, моргать. И также на дисплее нам показывает, что TCS off. Это у нас полное отключение. Нам что это дает? Нам дает это, что колеса у нас не будут
работать как положено, просто будут шлифовать, при этом крутящий момент будет увеличиваться. Но на скользкой дороге я вам советую этого не делать. Одним нажатием мы обратно включаем эту систему. Я сейчас ехал, тестировал, и да, ничего в этом нету. Крутящего не добавит, а вас просто снесет. И да, если где-то какая-то прямая там дорога, супер прямая, может быть что-то и даст. Обычное одно нажатие вам дает полуавтоматический режим, я так понял, потому что по-другому я не понимаю. И при этом у вас на дисплее ничего не загорается, когда вы один раз нажмете эту кнопку, не удерживая. Значит, прогуляемся по кнопкам. Нет, не прогуляемся, я закрою вначале страну. Итак, у нас седло, расцепное устройство седла, я имею в виду не расцепное устройство, движение седла происходит с помощью, выходят пазы такие там, и мы можем спокойно двигать седло как нам надо под любой прицеп. То есть, если в той компании на супере я ездил в сервис, чтобы не открутили болты, то здесь это делается кнопка, и вы можете двигать седло так, как вам надо. Ну, полосы понятно, аварийное торможение, поднять ось на прицепе, если у вас она подъемная, затестим как-нибудь, помощь в гору. Ну и наша блокировка, также режим автоматического и кнопочку вниз, принудительная. Климат, автономка обычная, дует с двух сторон, с левой, то есть, и с правой. Здесь у нас дополнительно наше освещение. То есть я вам показывал вот так, вот так. Здесь у нас еще тоже что-то есть непонятное. Вон сзади, кстати, загорелось, да. Это вот эти две дополнительные лампы, которые стоят, это они у меня светятся. А сейчас вон за кабиной должно включиться. Вот. Это у нас... Вот это у нас ничего. Такого нет у меня ничего. Нет, стоп, подождите. Так, нет, показалось. Разгрузка, кнопка разгрузки ленивца. Разгрузка. Так, свет у нас, кстати, автоматический. В автоматическом режиме у нас адаптивный дальний свет. Вот. То есть нам не нужно переключить лампу, но при этом у нас не горит в автоматическом режиме. Сейчас я вам покажу это дело. В автоматическом режиме, если мы... все понял. Когда мы стоим, мы не можем поставить автоматический режим. То есть мне нужно заводить тягач. Я уже не буду тарахтеть, человек, может, спит уже. В общем, в автоматическом режиме у нас работает только основной дальний, без дополнительного дальнего. То есть без моих фар. Так. Ой, это я не то нажал. Вот. Все. Возвращаем выключенное положение. И что я еще хотел сказать по свету. Также у меня есть указатели поворота. Сейчас проверим, будет работать или нет. Тоже выключено, не работает. Если я включу, тоже на месте не показывает. Вам, значит, чуть позже продемонстрирую я этот момент. Все, это, собственно, то, что горит наверху, дополнительно вольвовские, ну и сами проблесковые маячки собственной персоны. Наверное, все я вам рассказал, так? Ну и тут есть помощь на дорогах вас, но это нам не интересно. Датчик дождя также. Все стандартное. Что мы имеем здесь на планшете? Мы имеем, собственно, настройки, параметры автомобиля. Все, что тут есть у нас, можем посмотреть, да? Настройки системы также язык, аудио, Bluetooth, все дела. Приложение Driver Guide, оно не грузит, я не знаю почему. Ну, я интернет пробовал подключать, но у меня это не работает. Здесь также стояночный написатель, камеры, будильник. Ну, в общем, это я показывал. Телефон и музыка. Кстати, музыка, да. Колоночка стоит здесь, там и тут. И сзади даже, да.
Здесь все играет. И, кстати, играет лучше, чем в Scania. Вот таким образом вы садитесь и балдеете. Пивасик можно, что-то еще. Включаем телевизорчик и смотрим. Итак, у нас есть еще здесь такой отсек. У некоторых здесь кофеварка. Ну, в моем случае я поставил свой чайник, кружку и недоеденный свой вафле, как он там называется. Там два кармашка также еще имеются. Не покажу вам их. Никаким образом, наверное, да. В общем, там есть еще два кармашка. Так, поэтому эту штучку мы пока уберем. Холодильник Volvo. И морозит, и холодит. Все в этом плане в порядке. Также у нас есть здесь управление. Тут время, климат, открывать, закрывать двери, окна. В общем, стрикаете, все здесь находите. Бесполезная самая штука в Volvo, которая до сих пор есть. Ну, серьезно, вот кто-нибудь напишите, вообще пользуетесь в этой подставкой под бутылку. То есть, по факту, бутылку некуда деть. Вот что я могу сказать. Здесь я имею огромные ящики. И за счет этого у меня все сумки мои влезли. Опускаем вниз и открываем. Так. Я запихал, все тут затрамбовал по максимуму. Вот, тут бумага, там это, там то. Спальник двигается по высоте, он стоит в самом высоком положении, но все равно он низко. Ну, как бы за счет ящиков. Если бы ящики были низкие, у меня бы не влезли вещи, но зато этот спальник сам по себе был бы выше. Вот. Но лучше пусть будут такие огромные ящики, чем маленькие. Шторы, кстати, классные, забыл я добавить. Но они тяжелые. И Volvo, как всегда, сэкономила на своих этих штучках, которые в старых версиях вылетали, так и здесь. Обламываются эти концы, и у вас она болтается. То есть я уже дождусь 45-ки и сниму шторы, и все обрежу вот эти вот верхнюю часть и всуну. Я не помню, я показывал вообще на канале, когда я еще на Volvo ездил. Я уже делал такое. Потому что по-другому не так. Никак, точнее. Они все улетают. Все разлетаются, потому что от тяжести штор, тем более в предыдущих версиях они были полегче. Ну и, кстати, возможно, от комплектации тоже зависит, какие шторы у вас. Но вот здесь хорошие шторы, но, увы, они с голимыми пластмассками, которые ломаются очень быстро. То, что я там называю какие-то минусы, там спальник, опять-таки выступ на пороге, который в целом... Кабина не меняется с годами, и он как бы и остается. Значит, в сравнении со Scania, конечно же, Scania с S-кабиной нечего равнять. S-кабина это топ, это бесспорно, с выдвижным спальником. И я еще раз повторюсь, наверное, все-таки про комплектации, потому что их огромное количество, у каждого может быть по-разному. У кого-то может быть S, не будет выдвижного спальника. Например, те же самые там кожа, не кожа, это все такое на вкус и цвет. У кого-то может быть R вся заряженная полностью, но вот кого-то будет бесить порог. В целом, если сюда загнать было спальник нормальный, человеческий, да, то это было бы круто и гораздо удобнее. Так в целом у меня локти свисают. Вот я вот сплю, как я привык в Scania, разложил спальник, лег, и все, да, так спокойно, вот так вот ты лежишь. Здесь так уже не ляжешь. Ты ложишься, у тебя локти просто куда-то падают. Вот здесь в сиденье сидеть здесь классно, да. Вопросов нет. Можно как бы в нем и спать при желании. По поводу автономки. Автономка сухая, но она очень хорошо дует, очень хорошо кабина обогревается, без проблем. По поводу задувания в спальниках, которая бельгийской сборки Scania, ну и предыдущие модели, во всех, на которых ездил, была одна и та же проблема. Свистал воздух из-под спальника и задувало тебе все, что можно. Здесь пока что такого у меня не было. Вот сейчас я стоял при ветре, правда, мороза сильного не было. Поэтому мороз сильный, я думаю, мы еще встретим. У нас все-таки, как ни крути, февраль. Ну и скажу, но пока что нигде ничего ниоткуда не дует. Все в этом плане тоже хорошо. Значит, что я и назвал. Почему все-таки Scania лучше? Это за счет спальника, за счет коробки, за счет своих двигателей, конечно же. Кстати, и Scania Super, которая была 500-ка, на которой я работал, она также тянет лучше. Она едет лучше, тянет лучше.
машины на подушках, как это, на всех, на передних, на задних, на боковых, так и Scania была на подушках. По поводу управления, разницы я не скажу никакой вообще. Если на подушках все тягачи, я их, по крайней мере, я не почувствовал этой разницы. А дальше уже, конечно же, интерьер. Все-таки Scania даже сделала как новый интерьер. Все-таки сделала это гораздо аккуратнее, чем сделала Volvo с этим планшетом ужасным. Можно было все тоже сделать очень красиво и классно, но они решили не тратиться на новые разработки, на новую панель. Зачем? Ну и в целом в Volvo вот это вот ее проблема. Бестолковый, огромная панель. И как здесь ребята вдвоем работают, когда пассажиру сидеть просто невозможно. И здесь пространство занимается просто непонятно и непонятно для чего. И за счет этого кабина у вас еще меньше выходит. По поводу расхода топлива, кому интересно, пока что я вам ничего толком не скажу. Нужно немножко мне покататься, поездить. В Scania Super расход был 31-32 в зиму. Здесь у меня пока что расход 39 с начала рейса, как я поехал. Я не знаю, есть какая-то проблема или нету какая-то проблема. Какие расходы у вас, напишите в комментариях, кто работает на Scania 500 iSafe трехосных. В Scania по салону все-таки, ну, это лично мое мнение, мне больше она нравится. Там все на своих местах. Если я говорил еще про более старые поколения Scania, Евро 5 будки, там вот было на 100% все на своих местах. То есть, ну, для меня, по крайней мере, да. Все как должно быть. Каждая кнопка, каждый кармашек, каждое место. Место как бы все равно размещаться можно было больше и лучше. В Volvo такого нету. В Volvo они сделали, когда только вышла эта модель, все там типа вот дизайн, там все залезали, загладили. Они кардинально, конечно же, отличались от предыдущего поколения Volvo. Вот. Здесь же вот эти новые фары поменяли, втыкнули планшет, все, больше здесь ничего не поменялось. Ну, я вам указал то, что поменялось в таких мелочах, как бы. В Scania тоже обновила то, что поставила планшет-дисплей, на этом тоже все. И немножко там они бампер сделали, чтобы он там выпирал, для чего, непонятно для чего тоже. В целом-то все осталось точно такое же, как бы. Они два конкурента, это самые главных конкурента, и в целом это две основные марки, которые работают на Скандинавии, потому что они здесь всюду. Volvo и Scania. Никакой ни DAF, ни Mercedes, ни тем более Iveco и MAN. Да, MAN встречается, со мной стоял рядом литовец. Встречается и Renault, конечно же, и DAF, они все встречаются, но я говорю, в массовом вот таком. На стоянку большую заезжаем, мы видим один Volvo и Scania. Там где-то чуть-чуть DAF, каких-то пару штук, там Renault, там случайно попавших. Вот. У них машины не приспособлены просто-напросто к зимам. Либо коробка там не то, либо мост не то, либо моторы слабые, либо еще что-то там, я не знаю, там по-разному. Здесь же все-таки машины собираются в Швеции, то есть в Скандинавии, поэтому здесь люди, когда создают эти машины и их конфигурации, они знают, что делают. Вот. Поэтому я все-таки оставляю Scania на первом месте в любом случае. То есть, и если мы даже возьмем V8, самую топовую, и возьмем самую топовую Volvo, это у нас будет на данный момент 780, то она все равно рядом не станет со Scania. Никогда в жизни. Ни по мощности, ни по крутящему, ни почему там, и по всей езде V8 есть V8. С этим нечего даже и спорить. Она будет ехать всегда, с любой передачей, с любым весом. Вот. И расход топлива, кстати, я думаю, будет меньше. Это как с ребятами разговаривал, что в Scania 770, 660 даже, например, расход меньше, чем в Volvo 650, 700 вот этой 80 новой. Ну и Volvo, конечно же, сделала специально новую модель, выпустив 780, чтобы именно было больше на 10 лошадиных сил, чем в Scania 770. То есть когда-то в Volvo было, Scania сделала 730, затем Volvo сделала 750. Затем Scania сделала 770, и сейчас Volvo сделала 780. Ну, предположу, что через годика-два, 3 выйдет там обновленная модель Scania, в которой будет 790. Что-нибудь в этом роде. Ну и так, я, значит, в районе подъехал к Альте, завтра у меня загрузка рыбой, вероятнее всего она будет вечером, конечно, можно помечтать, что она будет у меня все-таки днем, по дню, и мы поедем транзитом через Швецию, новая граница будет, Кивиломпола, с Кивиломпола на 45-ку мою любимую, может Камитранспол где-то по дороге встретим, и выйду я через Торлиен
на Таранхейм поеду я на западе, у меня где-то разгрузка. Но я надеюсь, у меня никаких перецепов, ничего не будет, чтобы я сам туда поехал. То есть рейс очень, конечно, такой классный за долгое время, тем более, говорю, после 1,5 года трамвайной работы Бода-Йончопинг сейчас мне выскочило в самый раз, сразу же надо все проехать везде, как положено, и пройти. Погода тоже, будем смотреть, сейчас начал опять снег мести, как оно там дальше будет и что там будет завтра, тоже посмотрим. На загрузку тоже коллеги говорят, что, вероятнее всего, нужно надевать цепи, там очень что-то неудобное. Вот. Поэтому еще у нас месяца 2 стабильно нормальных будет работы зимние, поэтому по максимуму постараюсь снимать, показывать. Подписывайтесь в Телеграме, там я публикую ежедневно какие-то фотографии, видео, вот где-то что-то увидел, снял, там отправил. Без обработки, без ничего. Какая-то где-то информация можно обсудить. В чате около 250 человек, подписано около 1000, уже 300 человек. Потихонечку набирается аудитория. Именно можно только попасть сюда по пригласительной ссылке. Также в эту пригласительную ссылку можете отправить каким-то своим знакомым куда-то еще, что может кому-то это тоже будет интересно. Ну и вы, наверное, в этом видео все. А у меня сейчас будет футбол по телевизору, как положено. Сейчас я это дело все настрою. Вот. Ну и буду отдыхать. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.